Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю обзор колоды Таро невидимого мира. Колода, которая вас очень заинтриговала, писали мне об этом в Инстаграм, просили сделать на нее хотя бы краткое превью. Как правило, в Reels я выкладываю все новинки, которые я покупаю, но те колоды, которые пользуются большим спросом, большим интересом, на них я снимаю обзоры. Поэтому, если вы хотите видеть в обзоре какую-то новинку, что-то интересное, оставляйте свою реакцию, пишите комментарии, потому что от нашего с вами взаимодействия будут зависеть, что вы посмотрите на обзоре. Итак, Таро невидимого мира. Колода Немас Маркет. Это авторская колода ребят из Литвы, выпущена ограниченным тиражом. Сейчас вам покажу. Вот такой вот бокс. Невидимый мир. Здесь идет благодарность отцу и всем тем людям, которые, скажем так, наблюдают за их жизнью. Колода состоит из 79 арканов. Сейчас покажу вам. Здесь немножечко, видите, как говорю, гуляет крышка. Не совсем это проработано, она велика. Но это, видимо, связано с тем, что здесь еще лежал такой вот вкладыш. Сейчас покажу все подробнее. Но давайте, наверное, сначала о качестве самой палубы. Итак, издание 2021 года. Я фактически там уже, наверное, выкупала последний экземпляр. Не знаю, будет ли переиздание, но, скорее всего, да, потому что она действительно пользуется большим спросом. Многие за нее спрашивают. Бокс выполнен качественно, здесь никаких нареканий нет. Единственное, что нет шелковой ленты, кому-то, может быть, неудобно будет извлекать колоду. Ну и сам бокс в данном случае, видите, не совсем практичен, поэтому кому-то, может быть, понадобится мешочек. Так, что у нас в этом мешочке? Такой вот красивенький. Здесь у нас кратенький мануал колоде. Конечно же, вы можете поместить его туда. И здесь у нас авторы Мантас и Витаут и Дав. Ну, я надеюсь, что я корректно прочла. Если нет, то прошу прощения. То есть это авторы колоды. И вот кратенько у нас с вами здесь идет. Каким образом создавалась колода, как с ней взаимодействовать, как с ней коннектиться. Кратенький расклад трехкарточный. Ну, это такой как базовый, да. И значение арканов. Старших и младших. Ну, и более ничего. В этой колоде 79-й аркан, или он же у нас идет здесь 22-й старший, это дух предков. Потом расскажу, как трактуется. Ну, в принципе, вот такая брошюрка. Полиграфия отличная, нареканий никаких претензий нет, поэтому здесь все прекрасно. Краткость сестра таланта. Еще ребята мне положили как интерпретацию своих рун. У них еще есть руны вот в такой же стилистике. И эта же колода у них есть в черно-белом варианте. Поэтому здесь еще рандомно попались мне арканы. Ну, то есть как характеристика личности ребята кладут. Я когда буду показывать вам колоду, обратите внимание, посмотрите, в каком варианте вам больше нравится. В черно-белом или все-таки в цветном. Мне она зашла в цветном, но в монохроме, в черно-белом, я уверена, тоже она будет пользоваться спросом и эффектно смотреться. Дальше. Здесь благодарность за заказ. То, что вы спасаете планету. Ну и вот такие вот наклеечки. Не знаю, кто из ребят использует из практиков, но, видимо, кому-то они нужны. В общем, вот такая вот, как говорится, мелочь, но приятно. Итак, сразу глядя на арканы, хочу вам показать их качество, потому что даже вот в этих образцах, которые ребята вложили, качество здесь идентично. Во-первых, обратите внимание, какой плотный картон. Действительно, очень классное. Плотность, покрытие soft touch. Видите, оно не бликует. Это фактически как двухсторонняя матовая ламинация, но это не матовая, это soft touch. То есть некоторые на ощупь, знаете, как прорезиненные, чтобы вам было понятно, кто, допустим, не знает. Вот такая цветовая палитра, то есть шикарная вырубка, здесь все прекрасно. Ну, теперь давайте смотреть сам инструмент, что из себя колода представляет. Значит, поскольку карты очень толстые, плотные, посмотрите, какая увесистая колода. То есть для кого-то актуальна, для кого-то нет. Но она такая действительно тяжелая. И работать с ней не всегда удобно. Устает рука. Особенно у кого маленькая ладонь, то для вас это может быть непрактично.
Еще, ребята, здесь положили пустую карту. Ну, может быть, на случай, если у вас какой-либо аркан потеряется, чтобы вы могли здесь обозначить, ну и работать. Поэтому тоже удобно. И теперь сама красота. Так, посмотрите, видите, ничего не кошлатится, не осыпается. Вот такая у нас двухсторонняя рубашка. Только если здесь в черно-белом варианте она фактически вот так, бесцветная, то здесь таким легким фиолетовым оттенком, с такими вот бликами. Здесь старшие арканы в большей степени, ну в зависимости, конечно, от стихии, которой принадлежит аркан, они соответствуют вот той же цветопередаче, но в основном, знаете, как основная масса все в таких вот голубых, фиолетовых, лавандовых оттенках. Ну и, конечно же, если мы будем переходить с вами к стихии земли, воды, огня, воздуха, цветопередача здесь будет меняться. Что меня поразило? Во-первых, я в последнее время фанатею от безрамочных колод. Читаются карты глубже, легче, это лично для меня, на мое усмотрение, ну, просто мне нравится. Колода англоязычная, буклет у нас тоже. Вот идет внизу такая ненавязчивая лента, где подписано на английском языке, какой это аркан. И видите, на таком вот каком-то красивом радужном фоне темное цветовое пятно, как колода теней. Ну, действительно, погружаешься в энергетику аркана, в смысловую нагрузку, и как-то читается легче. Здесь, конечно, дурака изобразили по-своему в виде девушки, и вместо традиционной собачки, как мы видим, у нас котенок. Ну, то есть смысловая нагрузка все равно от этого не меняется. Вы можете прочесть мануал, посмотреть, о чем там говорят авторы. Сейчас я вам буду показывать арканы просто с позиции визуального ряда, прорисовки. То есть никакую информацию новую подавать вам не буду. Это не актуально. Даже сами авторы говорят и пишут о том, что вы должны чувствовать карты, как вам идет поток информации. Просто насладитесь галереей этой колоды, просмотрите визуальный ряд. Вот, смотрите, какая нестандартная подача жрицы, но при этом очень эффектная, очень красивая карта. И действительно может кто-то, знаете, как прочувствовать свои отголоски. Нравится вам этот инструмент или нет. Но мне зашел, как я говорю, с первого взгляда. И, на мой взгляд, все-таки она эффектнее на цветном фоне. Потому что на темном фоне, на монохроме, вот эти все тени, цветопередача теряется. А тут как бы глубина погружения. Ну, это лично мое восприятие, субъективное. Конечно же, оно может отличаться от вашего. Сила здесь у нас 8, то есть по классике Райдера Уэйта. Кстати, все младшие арканы здесь тоже прорисованы. Вы это увидите. Вот честно, влюблена в эту карту отшельника. Она заходит просто невероятно. И, кстати, я ее увидела первой, поэтому мне эта колода очень-очень приглянулась. Ну, фантастическая подача, просто потрясающая. Особенно это изображение розы ветров. Колесо фортуны, кстати, когда трактовала, оно чем-то схоже с тузом пентаклей, потом покажу, проанализируйте. Поэтому иногда сбивает с толку, можно путаться. А так, конечно же, очень оригинальная колода в своей интерпретации, в своей подаче. Ну, мне, во всяком случае, нравится. Даже дьявол, смотрите, как интересно подан. Такой интерпретации еще не видела. Пентаграмма, видите, перевернута как символ дьявола. И эти оковы, привязки. Башня, опять же, как разбитый фонарь. Тоже очень так интересно. Какая здесь роскошная звезда. Ну, действительно, особенно те, кто медитирует на карту, уверена, вам она очень понравится. Кстати, колода также служит инструментом арт-терапии, цветотерапии, поэтому для кого тона, полутона действительно играют важную роль в повышении вибраций, то вам этот инструмент необходим. Итак, вот мы добрались до этого аркана, дух предков, карта, которая говорит о поддержке рода, о вещих снах, о ситуации, когда у вас просыпаются какие-либо эзотерические способности, открываются ваши таланты, ваш потенциал, ваше предназначение. То есть фактически вас ведут по вашему пути. Поддержка свыше, протекция свыше. Знаете, ситуация, когда вас ограждают от каких-либо, ну, как говорю, злых ситуаций, от рока и меняют вашу судьбу в лучшую сторону.
Или вот, обратите внимание на насыщенность туза чаш, туз кубков. Кстати, вот здесь на колоде он изображен просто на закрытой эмблеме. Посмотрите, какая красота. Цвета аметиста. Кто вот любит аметист, уверена, вам зайдет этот инструмент. Не зря фиолетовый цвет является цветом практиков, цветом магов. Это как связь с потусторонним миром, как совершенно иной спектр. Идет иное восприятие информации. Поэтому те, кто носит фиолетовый, либо хочет развить в себе какие-либо экстрасенсорные способности, очень часто используют этот цвет в работе, как сонастройка с высшими вибрациями. Поэтому возьмите себе на заметку. Ну, кому-то, конечно, он может быть некомфортен. Не знаю насчет, допустим, одежды, но вот в работе фиолетовые колоды, фиолетовая скатерть какого-то отторжения не вызывают. Особенно если просматривать фон карт. Как вы видите, все очень классно и гармонично. Так, это мы уже с вами переходим к масти жезлов. Пятерка жезлов тоже очень нравится, да? Как победить своего дракона. Колода легкая по энергетике, не является темной, поэтому при работе с ней вы не устаете, а как бы подзаряжаетесь энергией. Я понимаю, что у каждого индивидуально, но вот те, кто в большинстве своем любит, как я говорю, светлые колоды, можете обратить внимание на этот инструмент. Уверена, что вы с ним легко сойдетесь. Вот, кстати, очень понравилась еще двойка пентаклей. Но, кстати, ее я видела в монохроме, и в монохроме она тоже выглядит великолепно. Очень классная идея. Когда-то ранее, я не помню название колоды, я уже видела нечто подобное. Только там это было не столь, как я говорю, красиво и вкусно оформлено. Не знаю, оттуда взяли концепцию, либо сами, знаете, как догадались и решили тоже сделать на свой лад. Но действительно получилось очень добротно. У ребят такой же рунический оракул, поэтому кто практикует руны, вам тоже зайдет этот инструмент, потому что спокойные тона, оттенки, то, что способствует раскрытию вашего потенциала, получению информации, ну и, знаете, какого-то уникального взгляда на вещи. Стихия воздуха. Вся в таких фиолетово-лавандово-сиреневых тонах. И, кстати, благодаря подаче прорисовки даже вот нет какой-то трагичности от негативных карт. Да, веют холодом, но вместе с тем какой-то структурой, решением вопросов и ситуаций. Вот такая колода. Очень все быстренько, бегло. Я понимаю, что, возможно, кто-то хотел более глубокого обзора. Но здесь, повторюсь, каждый увидит свое. Рубашка двусторонняя, поэтому сможете практиковать как на прямых, так и на перевернутых. Вот таким образом, еще раз напомню, выглядит ситуация с колодой в монохроме. И вот такая вот в руническом оракуле. Колоду это заказывала на площадке etsy.com, ссылочку я вам оставлю в описании. Если она у вас есть в работе, то делитесь своим мнением по поводу этого инструмента, зашел он вам или нет. Если у вас нет ее в коллекции, просто напишите свое впечатление об этом инструменте. Понравился он вам или нет. И в принципе, хотели ли бы вы себе такую колоду в работу. Я вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых встреч.